Азиатская живопись. Рисуем рыбок вместе в композиции с легким написанием, с легким способом рисования листа цветка лотоса. Лист цветка лотоса мы будем изображать с вами в таких осенних интересных ярких красках. Начинаем с того, что набираем на среднюю мягкую кисть достаточно водянистый желтый и ставим им пятно вверху слева. Затем берем оттенок зеленого, я беру темно-зеленый, такой болотный цвет, и мы выполняем такие мазки. Придерживаемся одного и того же принципа, только меняем цвета. Мы прижимаем кисть целиком, как бы ставя точку, оставляя пятно и тащим это пятно в нужном нам направлении, дотащив его до нужной точки, и затем выполняем движение в обратном направлении. И вот такими мазками мы с вами наращиваем необходимую нам форму листа цветка лотоса. Края загнутой части листа лотоса, которую я обозначила оттенком темно-зеленого цвета, были обрамлены темно-коричневым цветом. И сейчас мы выполняем внутреннюю часть листа лотоса, смешав изумрудный оттенок с цветом индиго, получив светлый тон этой смеси для того, чтобы нарисовать части ближе к желтому пятну и более темные уже к краям. Как видите, края они неравномерные, где-то больше выступают, где-то менее. Теперь мы наведем оттенок такого цвета, как бы хаки, и нарисуем им стебель лотоса, но пока не весь, а только его верхнюю часть, где он примыкает к листу. Это мы делаем с вами линии от точки до точки. И сейчас переходим к написанию, к рисованию самих непосредственно рыбок. Сейчас показываю вам это издалека, чтобы вы поняли расположение объектов на листе. И следующую рыбку мы нарисуем с вами, посмотрим, как ее рисовать уже ближе. Эта рыбка рисуется у нас с вами, используем для этого два цвета. Берем оранжевый цвет, как ярко-оранжевый, как основной на кисть, и на кончик берем бордовый цвет. И за счет этого получаем такой интересный градиент при выполнении мазков. Как вы видите, форма рыбы, она достаточно проста. Тельце, плавники, хвост. И последним, после всего прежде нарисовано, будет выполняться чешуя. Есть более сложные способы изображения разных видов рыб. Да, это самый из возможных простых, но не менее выразительный. И вот, как я говорила, в последнюю очередь мы рисуем чешую. Чешуя наносится еще на влажный слой краски. То есть здесь в данный момент мы не дожидаемся долго, пока что бы то ни было подсохло. Единственное, что мы рисуем сейчас рыбок, пока немного подсыхал лист лотоса. И то только потому, что у меня бумага сильно текучая. Если бы она так сильно текла, то можно было бы рисовать прожилки сразу. Теперь мы берем активный черный цвет туши на кисть, и кончиком кисти мы проводим тонкие линии от центра, рисуя прожилки лотоса, обозначив небольшой овал в том желтом пятне, который мы первым нарисовали. Мы начинаем от него проводить прожилки сначала на внутренней части листа. Обратите внимание, как будут они расположены на внутренней и на внешней загнутой части листа лотоса. То есть до этого у нас было просто такое цветовое пятно, а сейчас мы начинаем его как бы прорисовывать и уже даем понять, что это, собственно говоря, на самом деле есть. Как вы видите, прожилки, они очень красиво входят уже в прежде образованный слой краски и немного красиво растекаются за счет того, что тот слой еще свежий. И теперь мы красивой, волнистой, прерывистой и надрывистой линией обрамляем
края листа лотоса, его внешней загнутой части и также внутренней. То есть здесь вы держите руку свободно, не напрягайте, и это будет тогда ваш рисунок будет гораздо более выразительный. Теперь мы тем же самым цветом, черной активной тушью, поставим точки разного размера на стебли лотоса, тем самым прорисовывая пупырышки, и можно немного тоже задать ему контура. Теперь мы берем красный цвет, яркий как основной, и темно-бордовый цвет на кончик кисти. И начинаем рисовать рыбу. Сначала мы прижимаем кисть целиком, а затем двигаем ее в сторону, постепенно приподнимая и приводя к кончику. Так мы получаем основную часть тельца рыбки. Теперь ставим кисть на кончик, прижимаем кисть и опять приводим к кончику. И такими мазками получаем хвост. Теперь плавники. Прижимаем кисть, затем поднимаем, приводим к кончику. Или наоборот, от кончика прижимая, опять приводя к кончику. Затем, прорисовав линию и вдоль тельца и около головы, немного прижав ее, мы образуем основную часть головы. К ней подрисуем вторую часть, более прижимая кисть, и кончиком кисти темно-бордовым цветом мы полуовалом отображаем глаза, и кончиком кисти линиями мы рисуем, обозначаем рот, и также тонкими линиями дугообразными пересекающимися рисуем усы. Затем уже подсохшей кистью, на которой осталась краска, мы делаем вот такие прерывистые, надрывистые движения, оставляя прямые линии, несколько прямых линий, и образуем плавники. Можно подвести ту часть, где у рыбы образованы глаза, чтобы немного ее выразить, подвести линию кончиком кисти под брюшко, также сухой кистью с наличием краски сделать несколько вот таких вот надрывистых движений, чтобы придать больше текстуры и объема плавникам, и затем кончиком кисти темно-бордовым цветом мы рисуем по диагонали по тельцу, захватывая брюшко по тельцу рыбы, вот такие вот полоски, и затем рисуем полоски в другом направлении, образуя такие ромбы и обозначая чешуйку. По такому принципу мы рисуем и третью рыбку. И затем дорисуем стебель лотоса, который не нарисовали прежде. Наводим тот же самый цвет хаки, как и прежде, и линиями от точки до точки, прижимая кисть, если мы хотим толстый ствол, или же менее оказывать давление кисть для более тонкой части стебля. Теперь мы наведем водянистый оттенок синего, можно смешать изумрудный с индиго, и поставим в некоторых местах точки. То есть мы должны взять достаточно влаги, чтобы точка сама хорошо расплывалась. Сделаем точки разные по размеру и располагаем их в разных местах. И поставим черным цветом, черной активной тушью опять пупырышки на стебли лотоса, просто ставя точки разного размера в разных местах достаточно рандомно, и можно немного задать контура на стебле. И последнее, что мы делаем, это точками черной тушью рисуем глаза рыбкам. Делаем это аккуратно, влаги должно быть на кисти мало. И это будут последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Не забудьте поставить лайк, подписаться, и до новой встречи!